Если вы смотрите контент «Рулетка и Myself Life» первый раз, рекомендую посмотреть видео «Точечная ставка», «Ставка 3 соседа», «Неделимые номера», «Ее Величество», «Умная рулетка», «Время о высоком», «Сосед», «Магия шарика», первая практика. Тогда вам будет понятно содержание и направление моего контента. И, конечно, если будете продолжать смотреть практические занятия, вы узнаете секрет рулетки. Чтобы не пропустить важное, подпишитесь на мой контент. Сегодня 5 ноября 2024 год. Друзья, ваша способность к действию – это ваша память. Не только за игровым столом, но и по жизненному пути. Управлять памятью невозможно, так же, как и судьбой. Память – это ваш помощник в повседневной жизни. Берегите свою память. Память будет беречь вас. Из прошлого с мерцанием света время скрывает день и ночь. Память блуждает непокорно, непокорность, величие ее. Давайте потренируем скорость шарика. Напоминаю, если начальная скорость была у шарика 1100 км в час, я показываю на белый теннисный шарик. Если начальная скорость у шарика была 901 км в час, я показываю на желтый теннисный шарик. Но в этой сессии я не буду показывать начальную скорость, попробуйте определить сами, а буду показывать текущие номера. И для чего, потом расскажу. Попробуем. Спин был закрытая рука. Номер 23. Спин открытая рука. Номер 6. Если есть возможность, если не звучит громкая музыка, слушайте, как выходит шарик. Если нет таких дребезжаний, как бы такое, значит хороший был выход у шарика. Номер 36. Сейчас я запустил шарик несколько быстрее, и как бы вам напоминаю, что скоростей очень много у шарика. Диск мы пока не рассматриваем, надо сначала научиться понимать скорости шарика. Так что имейте в виду, работы очень много. Номер 24. Каждый штрих, момент броска, пока и когда останавливается шарик, он как бы все это вместе, и это имеет принципиальное значение для техники и для понимания, куда летит шарик и как он ложится. Номер 16.
Сейчас был такой хороший мягкий выход. Посмотрим, куда он прилетит. Наверное, в Тиер полетит. Поколдуем. Да, точно, в Тиер. Друзья, но никакого колдовства здесь нет. Это только техника броска. А то мне иногда пишут, вот там у вас магниты стоят, такого не может быть. Все может быть. Если есть технически поставленные броски, это возможно. Имейте это в виду. Я показывал рулетку, поднимал, да, ничего, там все чисто, все, как говорится, для игры. Столько... Хотя могу сейчас показать. А, кстати, давайте вот я сейчас вам и покажу, что там внутри у меня. Но она тяжелая. Попробуй. Короче, сам напросился. Ну что делать? Вот посмотрите, ничего здесь нету, никаких проводов, там никаких там вырезов. Она чистенькая, я ее вытираю периодически, естественно, ухаживаю за ней. Я ее люблю. И сейчас покажу, что тут внутри. На самой ротор называется. Вот посмотрите. Видите? Ничего тут нету. Попробуем поставить. Но тяжелая, очень тяжелая. Сейчас немножко. Так, 27 было. Еще нужно попасть в эту дырочку. Ну, сноровка есть. Попал сразу. Продолжим. Иначе, что мы делаем? Напоминаю. Я не показываю после броска, какая была скорость, вы ее определяете сами. Я только показываю, какие выпали номера. И потом поговорим, для чего это я сделал. Продолжим. Номер 19. И такие скорости есть. Ну, такую скорость обычно кидают такие монстры уже, у которых хорошо поставлен бросок. И прям свистит так. Ну, не на каждых рулетках, но такой высокий-высокий свист. Хороший бросок. Ну, почти повтор. То, что я хотел. Отлично. Такой был мягенький, хороший выход. Посмотрим, куда он войдет в шпиль. Да, вот видите, он вроде остановился где-то в районе Zero, а передавил его немножко, и он вылетел. Всегда наблюдайте по возможности, как говорится, останавливается шарик. Но в данном случае его направление было в районе шпиля. Отмотайте потом назад. Он прям где-то в этом районе остановился, где-то 15, по-моему. А так как я его немножко передавил, у него было вращение внутри самого себя, не только вращение по треку, а еще он вращался внутри самого. Ну, я говорил об этом. Посмотрите «Время о высоком», «Сосед магия шарика», и все там как раз подробно об этом говорил. Продолжим. Это тоже быстрее, чем 1100 км в час. Это условная единица. Не сравните с движением машины там, или самолета. Об этом будем совсем позже поговорим. Номер
7. Ну, да, я думаю, достаточно. Итак, что и для чего я это все сделал? Давайте представим, что вот вы пришли в казино, подходите к игровому столу. То есть кто-то играет, вы смотрите на табло, понимаете, что это дилер, уже вот эти все его, это его, да, как говорится, номера, которые он бросал, и вы задаете себе такую, скажем, вопрос. А что я вижу, да? Вот вы в данном случае посмотрели, вот вначале был один тиер, несколько бросков, потом ушел на 21 и опять в тиер и туда-сюда как бы. Привязываться, что вот есть холодные, есть там красные, вот там череда красных номеров. Да, технически можно крупье кинуть и в цвет, и в большие, и в маленькие. Я об этом тоже говорил уже, посмотрите ранее. Но на самом деле табло, оно может говорить только о профессионализме крупье. Если есть череда повторов, вот 19-21 до такой бешеной скорости, если вдруг идет один сектор, это говорит о профессионализме дилера. То есть табло воспринимайте как информацию о профессионализме дилера. Тем более, что вы посмотрели, у него хороший выход, он хорошо считает, быстро, как говорится, ориентируется в ситуации, где-то там что-то кому-то что-то сказать, что-то, ну, то есть вы чувствуете, что он не теряется в этом пространстве, в котором он заполняет. Это говорит о его профессионализме. И чем профессиональнее крупье, тем лучше, потому что он знает, что он делает, и вы можете как бы, ну, уже играть вместе с ним, и, может быть, что-то у вас и получится. А если вы будете еще и знать скорости со временем, то это наверняка получится. Вот это я хотел вам и предложить посмотреть. И это и будет моим домашним заданием. То есть я вам предлагаю сделать несколько комментариев, ну не несколько, чем больше, тем лучше, и скажите мне, о чем вы думаете, когда, и сравните с моими высказаниями, которые я вот сейчас вам высказал. Договорились, да? А сейчас давайте посмотрим домашнее задание из прошлой 4-й практики. Давайте посмотрим фото. Вот Аркадий написал, что начальная была скорость 1100 км в час, но на самом деле начальная скорость была 900 и чуть-чуть быстрее. И, ну, здесь, конечно, трудно было определить, потому что чуть-чуть быстрее это почти, а разница в скорости настолько незначительна, а, как говорится, полететь может в другую сторону. Не путайте, друзья, если вы едете на машине со скоростью 60 км в час, а кто-то вас обгоняет со скоростью 260 км в час, он и ушел. На рулетке совсем другое восприятие скорости. Это не километры в час визуально, у нее свои скорости, и именно я их и обозначил в том направлении или, скажем, в том значении, которое будет понятно в дальнейшем вам. Вот это, на это обратите очень внимание. Не воспринимайте это 1100 км в час, что самолет летит там 1100 км в час или там реактивный самолет. Это у него свои показатели, скажем, ощущения скорости, но она более-менее подходит для того, когда вы зрительно воспринимаете движение шарика. Ну что, продолжим? Друзья, давайте я сейчас уберу вот эти все номера, чтобы они вас не смущали. Друзья, иногда вы приходите в казино, сделаем буквально минуточку еще, я задержу ваше внимание на этой 5-й практике. Вы приходите в казино, и у вас, ну, скажем так, незначительная сумма, и вы не можете играть по треку с соседями, не хватает каких-то сумм. Для этого я предлагал вам присмотреться к неделимым номерам. Давайте сейчас я вам покажу вот неделимые номера. Вот посмотрите, друзья, я поделил колесо на 12 групп из 3 номеров. 0, 26, 32, вот видите, да? Если вы хотите сыграть точную ставку,
и у вас, как я говорил, не хватает суммы на игру с соседями, вы играете неделимыми номерами и также закрываете 9 номеров. Это будет так. 0, 26, 32. Слева у вас 3, 12, 35. А справа 4, 15, 19. И вы закрыли также точечной ставкой. Это удобно играть повтор. А точная ставка, как вы помните, выглядит так. Я имею в виду по треку. Вы закрываете 3.15, удваиваете номер 0, это тот номер, который вы выбрали. Вот это и это одно и то же. Только здесь вы ставите 50 условных единиц, а здесь вы ставите, если даже по одному, 9 условных единиц. Это в том случае, если у вас, допустим, не хватает. Или вы решили разнообразить, либо так играть, либо так играть. А может быть и все вместе сыграть. Все это приемлемо, все это может работать, и все это может приносить определенные успешные результаты. Вот это я хотел вам показать. И в данном случае, еще раз напоминаю, что если у вас не хватает средств на то, чтобы поставить соседей, вы играете то же самое, только неделимыми номерами. Вот это вот 9 номеров и также закрыли. Вы выбираете любой номер и ставите. Давайте вот еще другой какой-нибудь пример сейчас сделаем. Допустим, вы решили сыграть повтор номер 34. Допустим, выпал номер 34. Выпал номер 34. Я вот сейчас покажу. Ну ладно. И вы решили сыграть повтор именно в поле и именно неделимыми номерами. Вы ставите 6, 17, 34. Вот видите, вот тут неделимые. 6, 17, 34. Слева у вас 2, 21, 25. А справа 13, 27, 36. То есть, если бы вы играли точную ставку по треку, это бы выглядело так. Вы удваиваете выбранный номер для повтора, это номер 34. И вот у вас два соседа, вы также закрыли 9 номеров. Вот эта ставка и эта ставка одна и та же, только здесь удваивается номер 34. Только здесь вы тратите 50 условных единиц, а здесь, если по $1, это будет 9 условных единиц. Я думаю, это понятно. Если, допустим, вы хотите сыграть ставку 3 соседа, и у вас также не хватает на 3 соседа, даже эту же возьмем, этот же повтор, или, скажем, этот же сектор, зону 6. Вы ставите в зоне 6 3 соседа, 34, 4, 11. Вы закрываете 15 номеров. А в поле вы можете также закрыть именно 15 номеров, но здесь нужно научиться именно сделать одним движением. Не так, как вот 9 номеров, 3 секции вы выбираете, а именно одним движением. Ну, именно в зоне 6 это очень удобно. Вот так это выглядит. И 23, 32. То есть вы закрываете 15... извините, вот так вот я пропустил. Так, да. То есть вы закрыли черные маленькие и красные большие номера. И у вас получилось 15 номеров. Даже не надо 23, 32. Это, ну, конечно, можно прикрыть еще и 23, 32. Но в данном случае здесь у нас тоже 23 не закрываете. В зоне 6, играя 3 соседями, вы не закрываете и 23, и 32. А здесь вы можете, в принципе, это позволяет, ну, еще как бы подстраховаться на всякий случай. Вот это я хотел вам рассказать. Ну, мы еще будем возвращаться и к неделимым, и к 3 соседям. Это интересно, это оправдывает себя, эти ставки. Я говорю о минимальных. Я имею о минимальных сумм, которые можно будет использовать в случае, если вы решили сыграть либо точечную, либо 3 соседа, либо неделимыми номерами, либо также точечную, либо 3 соседа. Вот это я хотел вам еще как бы рассказать в этой 5-й практике. Давайте сейчас вернемся. Я вот
поменял на 34 номер. Как раз вот как раз я поменял на номер 34. То есть мы сейчас вот сыграли именно зону 6. А в зоне 6 точная ставка. Вы удваиваете номер 34. А 3 соседа будет 34, 4, 11. Вот об этом я еще раз вам показал, как это все выглядит. Ну что, друзья, я думаю, мы пятую практику на этом закончим. Я думаю, она была продуктивна, она была интересна. Мы поговорили и о психологии, о памяти, что немаловажно. Я думаю, что если у нас с памятью все хорошо, то и по жизни должно быть все хорошо. Поговорили о скоростях, посмотрели. В дальнейшем я буду вводить скоро еще новую скорость, и с каждой новой скоростью, к сожалению, вам будет труднее разбираться, поэтому привыкайте к тем скоростям, которые у нас сегодня есть. Это 1100 км в час, это 901 км в час. И как бы будем потихоньку двигаться дальше. Друзья, спасибо, что мы были вместе, и до новых встреч!